Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. No solo quiero pa' eso, yeah. No solamente pa' el sexo, yeah. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. Estoy loco de tus besos. Wszystkim cześć z Polski, всем привет из Польши. У нас осталось 5 дней до переезда, последние деньки сборов, приготовлений, поэтому я приглашаю вас в этот день. Погнали, приятного просмотра. Дети уже позавтракали. Я сейчас буду завтракать уже остывшим омлетом. Так, здесь помидорка, сыр и кофе сделала себе. Так что приятного мне аппетита. И начнем этот день. Дети сегодня последний день спали в этой квартире в зале на диване. Они любят тут спать. Ади там свои игрушки разносит по всей квартире. Да, Адряшка? Угу. А я сейчас позавтракаю, и буквально через минут 50 у меня польский. На этой неделе у меня 3 занятия подряд польского языка, потому что добавили еще одно, третье, обычно 2 занятия. Потому что с 1 августа отпуск на неделю у нашей преподавательницы, и эти занятия нужно распределить на другие недели. Тут еще игрушки надо перебрать, Адрианины старые. Я это увлекаюсь, а это не играюсь. Уже не играешься в это? Это увлекаюсь. А, это уже играешься. А это не играешься, да? Нет. Понятно. А кому мы игрушки отдадим? Ну, те игрушки, в которые ты не играешься, куда мы их денем? Не знаю, на улицу. На улицу? Да. А кто будет там на улице в эти игрушки играть? Детские. Детки другие? Да, маленькие. Маленькие? Ты делишься, да? Молодец. Также сегодня после польского языка я поеду встретиться надо с нашим риэлтором по новой квартире. Мы вместе с ним встречаемся с нотариусом, подписываем договор найма, найм казациональный, по-моему, так называется. В Польше есть такое понятие, так как в Польше нельзя выселить из квартиры семью с детками, если она арендует квартиру и вдруг не может больше платить за аренду, то существует такое понятие, как найм казациональный, когда подписывается договор, в котором указывается, куда ты съедешь, на какой адрес, в случае, если у тебя не получается платить аренду на нынешней квартире. Вот такая ситуация, поэтому подписываем такой договор впервые. На этой квартире, в которой мы сейчас живем, мы такой договор не подписывали. У нас вообще не было даже агентства, да, не было нотариуса, не было риэлтора. Просто сняли квартиру от хозяина, чисто повезло. Поэтому сейчас у нас впервые такая ситуация. Еду сама без Влада, так что мой польский в этот раз точно пригодится. Попрошу марchewkę или marchewek? 3 albo nie, 4 marchewki. A co jeszcze? Poproszę jeszcze pietruszkę. Natka czy korzeń? Nie, korzeń, tak? Nie rozumiem. Natka jest zielona, a korzeń jest biały. Aha, to chcę to i to. I jeszcze por, pomidory i ziemniaki. Kilogram, tak, a to nie pamiętam jak to się nazywa. To jest, вот здесь я не могла понять, либо опять корень надо ставить, либо вообще другой овощ, например, жаківка. Жаківка. Tak, to pół kilo poproszę. Proszę bardzo, czy coś jeszcze? Może jeszcze kalafior. Kalafior. Ten średni. To wszystko, dziękuję. Wszystko, mam bardzo słodkie maliny. Chce pani?
O, chętnie. 19 złotych 32 groszy. Супер. Ну что, занятие по польскому закончилось. Адриана, конечно, еле дала мне позаниматься, кричала, тут капризничала. В общем, дети ее толком успокоить не могли, но благо дети могут с ней посидеть, сейчас нет учебы. А когда будет сентябрь, начнется школа, Адриана пойдет в садик, и я тоже, слава богу, смогу заниматься польским. Сейчас посмотрю, что они делают. Нужно обедать и ехать подписывать документы с нотариусом. А что вы тут делаете? Мы играем. А я не могу. А у нее реклама. И попкорн вы кушали Она еще? его еще рассыпала сейчас. Где ты рассыпала? Вот так, Огрызки, видите, на кровати какие детки? Молодцы, детки. Адряш, кушать будешь? Нет? Ты поедешь со мной? К нотариусу поедешь со мной? Я не знаю, кто такой нотариус, но я поеду, да? Кубать наловано. А тебе лишь бы покушать. Кушать мороженое. Скажи, я не знаю, куда мне только покушать дайте, да? Все, мы уже едем с Милашкой и с Адюшей. Дима сказал, я таким не занимаюсь, я лучше погуляю. Вот, едем подписывать, вернее, договор у нас подписан, и едем к нотариусу подписывать найм акквизициональный. Заодно спрошу, когда выезжают прежние жильцы, может быть, они раньше уезжают, и ключи нам смогут раньше дать, посмотрим, что ответят. Чуть-чуть позже вам тоже расскажу. Приехали в офис. Не дети со мной, конфеты тут перед, да? Подписывать договор. Пришли к нотариусу. Подписали. Выходим от нотариуса. То есть мое. Да, прошу jutro wziąć. Окей. Пойдем. Все намотали. Милаша, пошли. Все, мы подписали договор. Документы здесь. Так все быстро. И я не снимала нотариуса, потому что все так официально было. Я боялась даже на телефон снимать. Как процесс проходил? Я подошла сначала к нему, пришла в офис к риэлтору, подписала там некоторые документы, и потом мы вместе с ним пошли к нотариусу. Он уже сразу заранее договорился здесь о встрече, и нотариус здесь в соседнем здании был. И у нотариуса, получается, спросили адрес, где я сейчас проживаю. И потом мы зашли как бы в отдельный такой кабинет, приложу фотографию либо кусочек видео, стол стеклянный. И мы сели, она прочитала наш договор, то есть она прям весь его прочитала нам, мы слушали, кивали головой, что да, все верно. Была ошибка в моем имени, исправили. И все, подписала я, подписала она под моей подписью, росписью. И все. И риэлтор сказал, когда вам можно давать ключи. Это самая интересная новость, сейчас расскажу. Позвоню сразу Владу, обрадую его, и вы заодно новости слышите. Алло, ну я вышла. Привет. Я вышла, все прошло супер, у меня 2 папки на руках, и он спросил, когда ключи отдавать можно. Я говорю, а что, там уже выселились люди? Он говорит, да. Я говорю, да, давайте хоть сегодня или завтра. Он говорит, сегодня не могу, занят, давайте завтра. Завтра утром он мне позвонит. Сказал, не будем ждать 15 число, как мы договаривались. Он завтра утром мне позвонит, и мы встретимся там уже на месте, на новой нашей квартире. Он мне даст ключи, и все. Можно завтра заселяться. Все супер, вообще все круто. Я впервые у нотариуса в кабинете. Но все прошло хорошо. Классно. Так я не зря одела блузку белую, понимаешь? Тут все такие солидные, он в костюме, а она тоже в блузке. Я как знала. Детки, ну что, я вас поздравляю. Вы рады? Адюша, ты рада? Димки нету, но мы сейчас приедем, Диму обрадуем. Тоже, я думаю, он будет очень счастлив. Значит, сегодня будем паковать вещи, те, которые на грузовике, да, не повезли бы мы, потому что можно разбить или сломать,
повредить. Будем все это сегодня упаковывать и перевозить на машине. Как раз таки завтра что-то завезем. Например, мою кольцевую лампу для света, там, ну, не знаю, робот-пылесос можно, он нам не нужен будет уже, я думаю, мы обычным будем пылесосить ручным. Кнопки. Ютубовские кнопки, да, упакуем. В общем, все это постараемся завести завтра. И тогда получается, что я завтра вам сниму рум-тур, но это вы уже увидите в следующем видео. Будет очень интересно, мне уже не терпится. Уже дома, в общем, скажу свое впечатление. В Польше нотариусы, конечно, впечатлили меня. Офис такой прям строгий, все одеты в костюмах по-деловому, ну, как бы, в принципе, это понятно и логично, но обстановка такая, как в фильмах, знаете, все так официально. Я когда расписывалась, там надо в 2 местах было расписаться, я расписалась в одном месте, в другом месте надо было чуть-чуть ниже расписаться, а я начала выше. Буквально там, не знаю, чуть-чуть палочку сделала ручкой, и все, она сказала, надо перепечатывать. Она перепечатала этот договор, и заново я расписывалась. То есть настолько все прям четко, все должно быть супер правильно, супер идеально. Меня это немножко удивило, зная, как здесь документы в Польше, умовы там подписываются, да, что можно там ручкой зачеркнуть, что-то написать, если там ошибка какая-то. А здесь нет, здесь прям все прям в папочку, все отдельно положили умову в одну папку, договор с нотариусом в другую папку. Вообще супер, мне очень понравилось. Я, конечно, переживала за свой польский, но потом Влад позвонил риэлтору, и он еще похвалил меня и сказал, что я молодец, и я все понимаю, и даже говорила на польском, так что супер, конечно, все прошло очень классно. Дети пришли с улицы. Купила в магазине мочи. Никогда мы не пробовали. Милана пробовала, ее подружка угощала. А мы не пробовали, да? Я тоже не пробовала. Ты тоже не пробовала. Сейчас попробуем. Так, достаем. Милана говорит, что это получается мочи с матчей. Мне говорили, что это не очень вкусно. Попробуем. Так, кто первый попробует? Я. Они давайте все одновременно. Должны быть холодные вообще, ну ладно. Ничего страшного. Так. Немножко у нас остыли мочи. Так, бери, Адюша. Сейчас, подождите, это будет мое. И давай маме дам. А сейчас, подождите, еще я. Ади, ты что, уже в рот целую засунула? Мама, это тебе. Ади уже в рот засунула целую. Сейчас, подождите меня. Ну как? Попробуем мочу. Не? А ну-ка ты. Ади, как тебе? Ади, лишь бы покушать. Это не мочи какой-то. Внутри должно быть мороженое. Это мочи не было в холодильнике, так вообще в холодильнике хранится. Очень. И что, оно такое тесто реально... Ну, не такое толстое, немножко другое. Это на мочи вообще Мама, не похоже. На, выплевывай в руку. Адику не понравилось. Короче, Ади выплюнула сейчас это все. Если честно, мне тоже не очень. Можно я съем? Не, ну я доем уже. На, хочешь, Адина, скушай. Короче, тесто такое, в общем, сырое тесто, а внутри начинка жидкая. Не очень. Видите наши кнопочки с детского канала YouTube. Серебряная и золотая. Золотая тяжеленькая такая. Вот. Настоящие кнопочки. Надеюсь, когда-то на моем канале тоже будут такие кнопочки. И здесь будет написано не Милана ТВ, а Джейн Круз. Solo como amigo, yeah. No solo quiero pa' eso, yeah. No solamente pa' el sexo, yeah. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. Estoy loco de tus besos, yeah. Baby, por ti es que rezo, yeah. No sé si soy invisible, pero bebé, si quiero decirte que nadie te tratará como yo, que él al final son como todo, y ahí te tiene como
falta nada, mami, es que no me encaja. Que porque el lindo tiene ventaja. Lo lindo se acaba con los años y del otro no tiene nada. Pido, ni a semana todo le encuentra sentido. Yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que me ofrece lo que te he ofrecido. Yeah. Хотела я упаковать совсем чуть-чуть, но походу я увлеклась. Кнопки. Здесь 2 наших последних бокала, все остальные бокалы разбились. Окей. Подсвечник здесь в коробке, даже ни разу не использовали новая такая салатница. Здесь тоже посуда, баночки, и здесь посуда. Вот эти коробки с бедронки до сих пор сохранили специально, чтобы перевозить что-то хотя бы. Молоко мы обычно покупаем сразу в коробках. Пока я собирала вещи, Ади здесь, видите, сделала порядок. Ади, поможешь мне перенести посуду в машину? Заберем гномика тоже еще с собой. Заберем? Бери гномика, ты понесешь гномика, а я коробки, хорошо? Пойдем. Ты ростом с этого гномика. Ну покажи. Повернись. Да? Ади как гномик. Пойдем. Ади помощница. Давай. 1. Нет, -1. -1. К машинке. Где машинка наша? Это. Нет. Это. Зеленая. Это. Да. Она. Еще раз. Молодец. Что ты, гном? Твой гномик? Я тоже коробочку прихватила. Пойдем, Адюня, открываем двери. Побежали. Все, ставим гномика в багажник, да? Да. Ложи. Вот умница. Вот так? Ну, как хочешь ложи, как тебе удобно, как тебе нравится. Так, да? Будет он тут спать ночью, да? А завтра мы его отвезем в новую квартиру, да? Все, с Адиком вещи перекинули в багажник. Правда, забыла уже потом снять. Получился полный багажник, практически полный. Вот. Все, завтра поедем. Ади, помощница, да, Адичка? Спасибо тебе. Потом еще тут все мыть надо, балкон пыльный такой. Ади еще здесь запачкала подушку красками. Тут все надо еще вымывать. В общем, работа... Да, она не умывается. Не вымывается, в общем, работы еще в этой квартире много. Я как-то пробовала. Пробовала уже когда-то, да? Да. И не получалось? Нет. Ну, а мы с Адичкой молодцы, да? Будем отдыхать, и до новых встреч. Следующее видео будет рум-тур. Покажу, как мы заселяемся раньше положенного времени. Думали 15-го, а получается намного раньше. Это очень здорово, можно не спеша перевести вещи, пока Влада нет, а уже Влад приедет, и будем заказывать грузовик какой-то, не знаю, в общем, какую-то большую машину, чтобы все это уже туда закинуть. Я буду с вами прощаться, подписывайтесь, чтобы посмотреть обязательно рум-тур в следующем видео. До новых встреч, всем пока-пока!